Итак, время нашей рульки, проведенной в духовке, подошло к концу. Ну что, открываем. Смотрите, какая красота. У нас мясо отстает от кости. Вот вам покажу, до какой степени все приготовилось, что даже вилочкой мы легко это мясо отрываем. Естественно, если приготовилась рулька, соответственно, приготовились все наши ингредиенты. Я желаю вам всем приятного аппетита, вкусной, полезной, здоровой пищи. Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим бигос. Вообще бигос это польское блюдо, но мы его с вами приготовим по-белорусски. Итак, нам понадобится рулька. Вот такая вот рулечка у меня, помытая, обсушенная. Эту рульку мы с вами разрезаем вдоль кости, прям до самой кости, вот такими кусочками. Просто прорезаем на полоски где-то примерно шириной сантиметра 3-4, так, чтобы наше мяско промариновалось. Прямо до самой кости, потому что шкура нам не даст этого сделать. Но мы поступим таким образом. Это мы делаем для того, чтобы маринад проник в каждый кусочек нашей рульки. И для того, чтобы потом нам было гораздо комфортнее ее кушать. Итак, рульку разрезали. Далее готовим для нее заправочку. Для заправки нам понадобится всего лишь несколько ингредиентов. Первый ингредиент это мед. Кто не переносит мед, можно заменить сахаром. Далее идет соль. Соевый соус. И вот здесь на этом этапе мы пытаемся наш мед, добавляем часть соевого соуса, так вот раздавливаем, чтобы он начал, в общем, как бы перетираем мед с солью и соевым соусом, чтобы мед наш начал растворяться, чтобы он не был у нас вот такими вот крупинками, кусочками, а стал растворяться. Просто вот так вот как бы втираем мед с солью и соусом, растворяется очень-очень быстро. Выливаем остатки. Далее сухой чесночок. Рекомендую именно взять сухой, потому что в этом блюде мне он больше нравится, как работает при термообработке. Далее французская горчица. И томатный соус. Соус берите свой томатный, любой, который вам больше нравится. У меня в данном случае обыкновенный классический томатный соус, без всяких дополнительных вкусовых эффектов. Все, даем немножечко нашему маринаду постоять, для того, чтобы сухой чесночок у нас отдался свои вкусовые качества в этот наш соус. И натираем им нашу рульку. Итак, нашу рульку мы перекладываем в более глубокую емкость. В ней мы ее готовить не будем, а мы просто в этой емкости для того, чтобы она, весь сок у нас находился в ней. И начинаем вот так вот промазывать. Видите, соус у нас уже стал немножечко более таким вот густым. И так обильно проливаем сначала в каждый
надрез, который мы с вами сделали. Переворачиваем. Промазываем каждый кусочек. Наша задача, чтобы наша рулька на максимуме получила наши вкусняшки. Все, теперь вот так вот остатки выливаем. И хорошенечко массируем нашу рулечку. Просто вот купаем ее в ванне из этого шикарнейшего соуса. Заправка очень вкусная. В этой заправочке даже можете попробовать, кто любит на природу выезжать и делать шашлычки, можете попробовать ради интереса замариновать шашлычок. Все, вот таким вот образом мы купаем нашу рульку, периодически переворачиваем, как минимум 2 часика. Но чем больше рулька пролежит в этом маринаде, тем мясо будет более пропитанное, ароматное и более сочное. Прикрываем пленочкой, чтобы оно не заветривалось. Ставим нашу рульку в какое-то прохладное место. И периодически, каждые полчасика, переворачиваем ее с одной стороны на другую, для того, чтобы равномерно наше мяско пропиталось нашим соусом. Пока наша рулька маринуется, мы с вами займемся овощами. Бигос – это овощи, да, с мясом. Вот, поэтому нашинковали капусту любым удобным для вас способом. И так как капуста при приготовлении у нас имеет свойство сильно терять в объеме, для того, чтобы она у нас не занимала много места в форме, мы ее подсаливаем и слегка приминаем руками, тем самым уменьшая ее в объеме. Видите, как сразу она у нас уменьшается. Вот как раз то, что нам с вами нужно. Отлично. Все, отставляем капусту в сторонку. И занимаемся другими овощами. Морковь и капусту режем приблизительно одинаковыми дольками. Я это буду делать при помощи фигурного ножа. Можно это сделать просто тем, чем у вас есть под руками. Приблизительно такие более-менее одинаковые кусочки. Она же все-таки праздничное блюдо. И мне хочется красоты. Далее возвращаемся к нашей капусте. Ее мы с вами присыпаем сухим луком. Приготовить его очень просто и легко. Сухим луком. Далее сюда же отправляем томатный соус, тот, который вы любите. Я беру обыкновенный классический соус. И все вот это нам с вами надо перемешать. Так уже очень-очень-очень тщательно не надо, но так более-менее, чтобы была у нас какая-то с вами более-менее однородная консистенция нашей заготовки, чтобы томатный соус и лучок равномерно распределились по нашей капусте. Все, капусту перемешали, но теперь, собственно, все. Будем собирать наш бигос. Так как время приготовления рульки достаточно длительное, мы с вами будем использовать форму и еще фольгу. Фольгу ложим на противень крест-накрест. Устанавливаем форму. У меня одноразовая, можете брать абсолютно любую.
Форму ничем не смазываем. В рульке достаточно много у нас жира. На дно формы выкладываем картофель. И сверху морковочку. Так, стараемся, чтобы морковочка более-менее равномерно попала. Далее выкладываем капусту. Капусту выкладываем, и вот тут, где есть какие-то пазы между картошечкой, стараемся, чтобы она туда у нас с вами попроваливалась. После того, как мы уложили капусту, достаем нашу рульку. Она у нас пропиталась. Видите, в ней тоже присутствует соус еще, да? Видите, так вот не весь впитался. Все, укладываем нашу рульку вот так вот наверх. И поливаем остатками соуса. Формируем, грубо говоря, домик для нашего блюда, для нашего бигаса. Слои фольги подворачиваем все наверх. И теперь мы отправляем нашу рульку в духовку. Разогреваем изначально до 220 градусов. Держим там нашу рульку полчаса. Далее уменьшаем огонь до 150 градусов и томим нашу рульку около 3 часов. А сами занимаемся абсолютно чем хотим. Итак, время нашей рульки, проведенной в духовке, подошло к концу. Ну что, открываем. Смотрите, какая красота. У нас мясо отстает от кости. Вот вам покажу, до какой степени все приготовилось, что даже вилочкой мы легко это мясо отрываем. Естественно, если приготовилась рулька, соответственно, приготовились все наши ингредиенты. Я желаю вам всем приятного аппетита, вкусной, полезной, здоровой пищи. Всем пока!